Сезон альткоинов уже здесь. Мой список самых важных монет для получения огромной прибыли. Это некоторые. То, что у меня есть и размещено на CryptoBubbles. Конечно, я держу и другие монеты, просто они тут не размещены. Но эти, я добавил их в избранное. Но это мои крупные позиции, самые крупные позиции в некоторые моменты. Еще есть другие позиции. Это мои другие позиции. Сделайте скриншот. Кстати, куки — это одна из моих любимых позиций, но она в других. Неважно, окей? Это мои другие позиции. Редакция сайта Crypto.ru перевела для вас видео с канала CryptoFactor, в котором автор рассказывает о сезоне альткоинов. Это вторая часть перевода, первая уже на канале. Обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик и поставьте лайк под видео. А теперь я покажу вам мои альткоины. Я думаю, что они вырастут. Это мои сезонные альткоины. Кстати, я забыл упомянуть про мои мемкоины. Перейдем в раздел «Мемкоины». И еще я забыл, потому что немного поменял порядок, про мои распределения или стейкинг, окей? Неважно, сделайте скриншот. Перейдем к сезону альткоинов. Это мой выбор на сезон альткоинов. Давайте я объясню, почему держу эти монеты и почему это важно. Пожалуйста, пожалуйста, послушайте про контекст. Это, если вы уйдете и начнете покупать монеты или говорить «я просто держу их», а потом вернетесь, не знаю когда, и будете говорить «Пол, ты был неправ», то вы глупы, потому что не слушали. Так что останьтесь, и после этого я дам вам важную информацию. Обещаю, что дам вам важную информацию. Вы не пожалеете, вам понравится. Итак, вот что я сейчас храню. Очевидно, мы держим биткоин. Очевидно, мы держим Solana. Смотрите, на этой неделе у нее все хорошо. Еще мы смотрим на эфир. Ожидаем, что Solana потенциально обойдет эфир. Я не говорю, что она полностью превзойдет эфир, но вы хотите держать эти две монеты. Если вы держите только биткоин, эфириум и Solana, то все замечательно. Может, еще немного хайп. Так, хайп. Где хайп? Она была где-то здесь. А, вот она. Хайп прямо сейчас падает. Может быть хорошей покупкой. Это может быть хорошим сигналом к покупке. Но я торгую в диапазонах и позже покажу вам, как это делать. Снэк я держу как вариант на ADA вместо ADA. Я думаю, что с ADA все в порядке. Отличная технология. Я не думаю, что она будет победителем, но я держу Снэк. Это мемкоин на ADA. Есть шанс, что он превзойдет ADA. А если нет, то и не важно. Это мемкоин. Если вы хотите знать, что я делаю с мемкоинами, то что ж, вот что я делаю со Снэк. За год он вырос на 241%. Все отлично. А с тех пор, как я купил его, он вырос гораздо больше. Суи. Это один из моих фаворитов. Я храню Суи. Я делал об этом видео, не буду повторяться. Я думаю, что она вырастет так же, как Solana. Посмотрим, что будет. И когда я говорю «вырастет, как Solana», это может быть сначала вырастет, как Solana, а на следующем бычьем рынке покажет себя еще лучше. Но вот чего я ожидаю. Я храню у себя очень много Суи. Так, поскольку я храню Суи, я в очень хорошей позиции. Экосистема Суи — это DIP. DIP Protocol вот здесь. За месяц рост на 57%. Мы какое-то время говорили об этом. Прямо сейчас DIP чувствует себя лучше, чем Walrus. Да, я держу Walrus. Но в этом сезоне я больше рассчитываю на DIP. И я уже несколько раз говорил об этом и объяснял почему. Так, Bonk — это один из мемкоинов наряду с Fartcoin и Pengu. Пенгу — это моя самая большая позиция за все время. Я всегда говорил про Пенгу и даже предсказал торговлю еще до того, как монета выросла на 400%. Я сделал видео раньше кого-либо еще. Все начали говорить про монету позже, окей? Можете перепроверить на моем канале. Я умолял вас купить Пенгу и дал вам идеальный вход. А когда все говорили забирать прибыль, я говорил покупать еще, прямо как Solana в свое время. А теперь мы видим, как пингвины летают. На мне голубая футболка. Это в честь Пенгу. Раз уж на то пошло, посмотрите на это. Это не Пенгу. У моей собаки монеты Пенгу. Да, на мне нет штанов, я ютубер. Сегодня я без штанов. Мне дует... Не хочу говорить это слово. Дамы, простите, я понимаю. Большое искушение. Хейтеры, теперь вам есть что еще похейтить. Итак, мне нравятся такие живые ролики. Так, вернемся к рабочему столу. Окей, протокол Virtual. Это ставка на ИИ-агентов. Я думаю, что ИИ-агенты хорошо себя проявят, поэтому я также держу куки. ИИ-агенты на BNB. Virtual на Base. На этом канале мы одними из первых назвали обе эти монеты. А также мы первый, если не второй или третий канал, заговоривший про Луна на Base и так далее.
У них все крайне хорошо. Onda, конечно, связан с RWA, активами реального мира. PAL — это инфраструктура для ИИ. Есть разница. AIOS — это ставка на DePIN. BRED — это мемкоин на Base. Окей, так что он может вырасти и как мемкоин, и из-за Base. Кейт я приобрел сегодня. Посчитал это хорошим вариантом на Base. Я считаю, что она хорошо себя проявит. Я приобрел немного. А XBG я не держу. Я не храню XBG. Мы говорили про нее раньше. Мы продали ее. Сейчас может быть хорошее время для входа. Но я ее не держу. Я добавил ее в портфолио сезона альткоинов, потому что это видео для вас, а не для меня. Полная прозрачность. Я храню все остальные монеты. Почти. Но я не храню XBG. Не говорю, что вам не следует. Просто говорю, что я не храню. BIM я храню независимо от того, хочу или нет. У меня 4 года. Плюс мы делегировали ноды. Нам делегировано более 1000 нод. Так что мы храним BIM и получаем награды от BIM. Или лучше сказать, получаем другие награды, поскольку по какой-то причине BIM не очень хорош, когда дело доходит до наград. Но мы его храним. Окей, XLM. Я держу XLM из-за технологий и того, что они делают. Я верю, что у XLM сценарий использования лучше, чем у XRP. Сейчас не буду об этом говорить. Армия XRP сходит с ума. Беснуется под окнами моего дома. Я их уже слышу. Мне плевать, я просто держу XLM. Если у XRP все будет хорошо, то у XLM тоже. Но XLM может вырасти сильнее, чем XRP. Если они сделают что-то лучше, вы можете сказать. И опять же, смотрите, мне больше нравится 50 миллиардов токенов вместо 100 миллиардов. Мне больше нравится технология. Я разговаривал с командой, снял об этом целое видео. Можете его посмотреть, окей? Я не буду с вами спорить и пытаться объяснять, что и почему я делаю. Я уже взрослый мужик, делаю, что хочу. Покупайте на падении, падении, падении. И вам следует покупать на падении, падении, падении. Так, теперь. Если вы хотите знать почему, то вам следует перейти сюда и посмотреть. Можете перейти сюда, вот. Это Stellar. Все упускают из виду Stellar. Я говорил про него в одном из прошлых роликов, прямо перед большой накачкой. И если вы посмотрели то видео, то у вас все хорошо. Кстати, если вы посмотрите вот это видео, то у вас все будет еще лучше, потому что я дам вам полезные советы. Но смотрите, вот когда я предсказал Stellar. Вот когда я предсказал Пенгу. Перед большим ростом. 400%. Всегда, пожалуйста. И вы можете посмотреть еще много моих видео. Сейчас я делаю этот ролик, окей? Так что смотрите видео, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И вы точно хотите подписаться на мой аккаунт в Twitter или X. Чтобы вы знали, это мой аккаунт в X. MC Paul D. Подписывайтесь. Извините. Подписывайтесь. Paul the Cryptofactor, собака, MC Paul D. Подписывайтесь на меня в Твиттер. Полезные советы. Предсказал рост Solana на дне. Предсказал Эфириум, XLM, Пенгу. Все это в Твиттер. Так что, если вы пропустили видео, вы бы получили информацию в Твиттере. Вы не хотите не быть подписанным на меня в Твиттере. Вы хотите быть подписанными на меня в Твиттере. MC Paul D. Очень просто. Не знаю, чего вы медлите. Так, теперь быстро перейдем к Pionex. Pionex — это потрясающая платформа. Это потрясающая платформа, которой я пользуюсь. Я пользуюсь ей для торговли. У нее потрясающие боты. Боты для фьючерсов. Теперь это. На первый взгляд может показаться, что я теряю деньги. Это не так. Вот в чем крутизна. Это бот Future Grid. Я открыл несколько лонгов, но это было гораздо ниже. Смотрите, сейчас это 1650, а это 1000 актуальных вложений. Но все было ниже. Просто я перенес сюда прибыль, и это торговля в диапазоне. Также я открыл здесь спот с Кадена. Спот с Кадена. Так, теперь быстро перейдем к фьючерсам. Если кликнуть по одному из них, например, перейдем в хайп, вы увидите, что бот покупает здесь внизу и продает вверху. И делает это из раза в раз. Так что даже если кажется, что я сейчас в минусе, то в будущем я получу гораздо больше прибыли. А диапазоны я нахожу с помощью линии фактора, моего собственного индикатора. Я не хочу подробно говорить про свой индикатор, но смотрите, он дает вам диапазоны бесплатно. Простите, не бесплатно, он дает вам диапазоны. Он делает это за вас, так что я использую эти диапазоны на Pionex. Вы также можете применять их автоматические диапазоны. Можете создавать автоматический диапазон вот здесь. Можно и так. Все хорошо, все работает очень хорошо. Но я верю, что линия фактора дает мне небольшое преимущество над остальными. Все используют это, а я считаю, что линия фактора чуть лучше, но все равно это хорошо. Pionex работает отлично.
Теперь я не хочу вас утомлять. Оставлю несколько ссылок в описании под видео. Там и мои диапазоны на Pionex, которые вы можете скопировать. И я советую. Естественно, я не могу давать вам финансовые советы. Я советую вам изучать все, проводить самостоятельные исследования, так? Зарегистрируйтесь, поскольку бот может торговать за вас. Я буквально был на пляже перед тем, как собрал всю прибыль и вложил ее. Я буквально был на пляже и плавал, а бот покупал в диапазоне. Я буду делать так же на выходных. Я буду делать так же каждые выходные. Бот работает круглосуточно. Все просто. У них даже есть дебетовые карты. Хотя у меня на следующей неделе выходит видео про дебетовую карту, которая взорвет вам мозги. Я даже не шучу, насколько я воодушевлен. Я узнал кое-какую информацию. Я поговорю о том, о чем другие не говорят. В этом видео про KYC и все такое, когда и о чем вам следует беспокоиться и что вам делать. Так что убедитесь, что подписались, и не пропустите тот ролик. Но Pionex отличный, он успешен, я сотрудничал с ними. Я делал ролики про Pionex и без спонсорства. Я использовал Pionex и до того, как они меня спонсировали, а затем я встретился с ними и решил заключить партнерское соглашение. Вот насколько я им доверяю. Кстати, мы кое-что сделали, и это не спонсировано. Давайте быстро кое-что покажу. Просто чтобы вы видели, как сильно они мне нравятся. Мы получили одно из их полотенец. Когда это было? Во время Токен 24? Нет, это была Blockchain Week. Я встретился с ними. Это мой Инстаграм. И вот, смотрите. Это Павлос Даймонд Капонис. Мой личный тренер по муай-тай. И он самый крутой боец муай-тай в Греции, так? Инструктор. Сертифицированный IFMA. Международной Федерации Ассоциации тайского бокса. Бывший чемпион IWC и WMC. Чемпион мира. Потрясающий мужик. Он также использовал Pionex, так что я подарил ему это полотенце. Потому что он очень сильно любит Pionex. Это не спонсорская фотография, это личное фото. Я подарил ему подарок после Istanbul Blockchain Week. Ему надо было ехать, его сын дрался в K1 в Японии. Он вернулся. Несколько дней назад мы вернулись к тренировкам. Я дал ему полотенце, и он сказал: давай сфотографируемся для Pionex, потому что я люблю Pionex. Так что проверьте, это не шутка. Все ссылки в описании. И убедитесь, что поняли контекст сезона альткоинов, про который я говорил. Да, ролик получился длинный. Поздравляю, если досмотрели до сюда. Если у вас не клиповое мышление, и вы можете сохранять внимание на протяжении подобных видео без специального монтажа или ИИ-монтажа, то поздравляю. Поздравляю, возможно, в этот раз у вас все получится. Потому что все люди с клиповым мышлением потерпят крах. Они не смогут сохранять внимание. А вам я аплодирую, отличная работа. Большое спасибо. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Я буду очень благодарен. И смогу продолжить делать такие ролики одним дублем без монтажа. Я буду очень благодарен за лайки. Убедитесь, что посмотрели вот это видео дальше. Пишите комментарии, если хотите порекомендовать какие-либо альткоины. Но убедитесь, что посмотрели вот это видео дальше. До свидания. Увидимся в следующем ролике. Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.